В этот раз я покажу вам страшные видео, которые смогут пощекотать вам нервы. Давайте начнем. Следующее видео было снято совсем недавно, 10 октября этого года, с экрана монитора. Но, тем не менее, на нем можно разглядеть кое-что жуткое. Ролик сняли с рабочего места, и человек, снявший это, был в ужасе от увиденного, потому что то, что там появилось, больше похоже на воплощение ночного кошмара. Все зрители разделились на два лагеря. Сам автор ролика, да и многие пользователи смогли разглядеть довольно жуткую фигуру, идущую вдоль дороги. У нее есть голова странной формы с длинной шеей, довольно длинные конечности, напоминающие ноги и руки. И этот силуэт, по мнению некоторых комментаторов, будто несет что-то в руке, излучающее свет, напоминающее старинную лампу. Другие полагают, что это вторая маленькая фигура, просто идущая рядом с большой. Другая часть зрителей считает, что это был глюк камеры из-за неисправностей и ничего более. Сам мужчина, снявший это, утверждает, что подобное видел впервые, и эта камера как до этого случая, так и после ничего подобного больше не снимала. Начинающий певец Алекс Лоза обычно снимает ролики, связанные с музыкой, инструментами или аппаратурой. Проще говоря, со всем, что как-то может показать его музыкальные таланты. Но недавно среди этих видео появилось одно кардинально отличающееся. На нем Алекс снимает своего брата, который проснулся посреди ночи. И вот что начало происходить в тот момент. Pero están viendo la misma cara que yo. Y es lo que me temía. La verdad es lo que me temía y no sé qué hacer. No se pueden dormir. Y vean, aquí está, pero cuando yo trato de abrir, no hay nada. No hay absolutamente nada. Как вы уже поняли, брат Алекса страдает лунатизмом. Но что самое жуткое, это то, что за стеклянной дверью кладовки будто виднеется чья-то голова, которая осматривает комнату. И брат автора как будто смотрит именно в ту сторону. Когда Алекс открывает дверь, за ней никого нет. Более того, по его рассказу, брат в обычной жизни слышал странные звуки из кладовки. Так в доме этих парней и правда что-то есть? Или это все не больше, чем их воображение? Как обычно, решать вам. Это видео снял охранник Эрик, который был на ночном дежурстве. В офисном здании, которое тоже им охраняется, в окне он увидел злоумышленника. В тот день он был вдвоем с напарником. Напарник отправился в офис за нарушителем, в то время как автор видео остался снаружи, чтобы его координировать и следить за преступником. И вот что из этого вышло. Yeah, it's still there. Okay. Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? Because I'm looking. The lights are. Hallway, and I can't see, like, I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. It just moved. It just moved. I just heard a weird noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. Когда напарник уже зашел в кабинет, он увидел, что там никого нет, что и сообщил по рации. После этого, спустя немного времени, фигура просто испаряется в окне, хотя до этого долгое время не двигалась. В тот момент Эрик подумал, что это не нарушитель, а нечто совсем иное.
Про это место ходит много легенд, что там неоднократно замечали странные полупрозрачные фигуры. И, по мнению охранников, они как раз смогли снять такую на видео. Это довольно странная ситуация. Автор ролика выглянул в окно несколько раз за вечер, и в какой-то момент ему показалось, что голова манекена нехарактерно двигается. Понаблюдавши некоторое время, он достал камеру и решил поснимать, совсем не ожидая того, что ему удастся снять. Te lo juro que esa muñeca me estaba mirando hacia acá, mira. ¿Ves que parece como si nos estuviera mirando? Qué horror. Amor, amor, parpadeó. Amor, te lo juro que parpadeó. То, что снял мужчина, напугало его очень сильно. На кадрах манекен будто моргает. Автор не нашел этому рационального объяснения, но зрители разделились в этом случае на два лагеря. Одни считают, что манекен одержим потусторонней сущностью, поэтому автор заметил движение головы, а потом уже и снял моргание. Другие же уверены, что это был не более чем обман зрения. Но так или иначе, видео выглядит жутко. Про это видео почти нет никакой информации. Хоть первоисточник неизвестен, но в описании говорилось, что у этого мужчины в доме часто происходили паранормальные вещи. И он поставил камеру в спальне, чтобы все записать. Но на видео попало нечто большее. Как всегда, оставляю решение за вами насчет того, что это могло быть. Следующую серию видео снимала женщина, живущая одна со своими двумя питомцами. Она очень любит своих кошек, поэтому решила установить камеру в доме, чтобы знать, чем они занимаются в ее отсутствии. Сама камера имеет функцию отслеживания движений, то есть активируется и начинает крутиться в направлении, где есть движение. С тех пор, как она все установила, камера начала записывать много роликов, и все чаще на кадры начали попадать по-настоящему жуткие вещи. И вот одни из них. Если первое видео вызывает сомнения, потому что причиной вращения может быть сбой, то второе вызывает вопросы по поводу жуткого шума, доносящегося из спальни. Но и это еще не все. Несколько раз, когда женщина была днем дома, странности происходили и при ней. В одном случае она была на кухне, когда что-то странное попало в объектив камеры. Но и на этом странности не кончаются.
C'est quoi? Stop, viens. Attends. Viens. Connard. Espèce de connard. Viens. Laisse cette putain de porte tranquille maintenant. Non, non, c'est fini. Viens. C'est moi. C'est moi, regarde. C'est moi. Viens. Viens. C'est moi. T'inquiète pas. C'est rien. Hein? По словам женщины, такие инциденты очень давят на нее. Ей становится страшно жить одной в этой квартире, и она не знает, что делать. Последнее событие побудило ее обратиться за помощью, потому что оно больше всего ее напугало. Ну а что произошло на серии этих видео? Действительно ли нечто паранормальное, или все же нет, решать только вам? Женщина по имени Лея переехала в новый дом вместе со своей маленькой дочкой. С момента переезда она заметила, что ребенок начал с кем-то разговаривать в пустом доме. Любопытно то, что такие разговоры происходят только в комнате девочки. В других частях дома она так не делает. Женщина установила камеру в комнате дочки. И вот что она сняла одним поздним вечером. Ребенка напугала эта ситуация, поэтому девочка поспешила поскорее выйти из комнаты. Кроме открытой двери, на камеру попали еще странные звуки, похожие на чье-то низкое рычание. Это случилось сразу после того, как открылась дверь. Женщина напугана увиденным и не знает, что попало на камеру. Поэтому вопрос о том, что это было, остается открытым. Эти кадры сняла женщина по имени Джейми. Совсем недавно она начала замечать, что когда укладывает свою дочь Чарли спать, то та часто начинает смотреть подолгу в одну точку в своей комнате, не отрываясь. Она не придавала этому особого значения до следующего случая. Мама с дочкой снимают видео для блога о том, как прошел их совместный день. И вот чем это обернулось. Did you get my almost couldn't walk? She was old. She could walk, but she was old. Okay? Mommy, your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." What? Your grandma's here. And she says, "Hi, Jamila." Эти слова ребенка очень удивили женщину, и вот почему. В подростковом возрасте бабушка дала прозвище автору Джеймала, и называла ее так только она.
И маленькая девочка никак не могла знать об этом, так как женщина скончалась еще до рождения правнучки. Многие считают в комментариях, что у девочки получилось вступить в контакт со своей прабабушкой. Но сама Джейми не настроена так воодушевленно. Она считает, что если ее дочь и правда кого-то видит, то это может быть кто угодно. Даже кто-то злой, потому что считает, что ее бабушка не стала бы стоять по ночам в комнате ее дочери и тем самым пугать ее. Парня по имени Брэндон Коста разбудили странные звуки из коридора. За несколько дней до этого он играл с доской Уиджи, но не получивший результата, так и оставил это дело. Шум за дверью его напугал, но он все же решил проверить, что произошло. Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. Сначала можно заметить жуткую фигуру за углом, после чего прямо перед напуганным парнем захлопывается дверь. Зрители думают, что это мог быть результат игры с доской Уиджи. Но самый главный вопрос, который всех мучает, кто или что стояло за углом в тот момент? Мог ли это быть обман зрения? И как оно так быстро исчезло? На сегодня вот и все. Как всегда, верить или нет – дело каждого. Я всего лишь показываю вам интересные, на мой взгляд, видео и никого не убеждаю. Всем удачи и до новых встреч!